Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых заказов из сайта на платформе Хорошоп в сервис email рассылок eSputnik. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые заказы из Хорошоп в другие системы. Например, в eSputnik вы сможете добавлять новые контакты, настраивать по ним email рассылки и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Хорошоп. Теперь необходимо указать действие «Загрузить заказы». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Хорошоп к сервису Apex Drive. Для начала необходимо указать домен. Для того, чтобы это сделать, переходим в личный кабинет Хорошоп. Теперь необходимо скопировать доменное имя из адресной строки без дополнительных символов. Далее необходимо указать логин и пароль личного кабинета Хорошоп. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». Для системы Хорошоп дополнительные настройки не предусмотрены, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому тоже кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по одному из ваших заказов. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Хорошоп успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем eSputnik. Далее необходимо выбрать действие «Добавить новый email». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт eSputnik к сервису Apex Drive. В этом окне вам необходимо указать логин и пароль личного кабинета eSputnik. Когда необходимые поля заполнены, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать адресную книгу, в которую вы хотите добавлять новые контакты. Теперь вы видите поля, которые необходимо заполнить для создания нового контакта в eSputnik. В эти поля вы можете назначать переменные из Хорошоп. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в eSputnik при каждом новом заказе из Хорошоп. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в eSputnik». После успешной отправки переходим в eSputnik и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка eSputnik в качестве приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!